Дно этой шкалы — 20, что является самой низкой мыслью, которую только можно иметь. Это всегда будет ослаблять вас и в конечном итоге разрушать. Это стыд. Если вы используете стыд по отношению к себе или в качестве способа воспитания или работы с другими, вы всегда используете эмоциональную энергию, которая ослабит чувства. Эмоция, которая сопровождает стыд, называется унижением. Взгляд на жизнь — это страдание, а взгляд на Бога, что Бог презирает нас, потому что что-то не так с нами. Следующий уровень выше, который также очень низкий и всегда будет ослаблять нас, это 30. Это чувство вины. Эмоция, которая его сопровождает, это обвинение. Взгляд на Бога, что Бог мстительный, наказывающий, а взгляд на жизнь — это то, что жизнь зла и что-то с ней не так. Следующий уровень выше — это 50. Это апатия и отчаяние. Взгляд на Бога — Бог осуждающий, а взгляд на жизнь — это то, что жизнь безнадежна. Следующий уровень выше — это 75, и он все еще ослабляет нас. Это горе и сопутствующая эмоция сожаления. Взгляд на Бога презрительный, а взгляд на жизнь трагичный. Жизнь трагична. Теперь мы переходим к частоте 100. Это страх и сопутствующая эмоция тревога. Взгляд на Бога карающий, Бог наказывает, а взгляд на жизнь пугающий, жизнь пугающая. Далее мы переходим к цифре 125. Это называется желанием, и сопутствующая эмоция, жажда, всегда стремление быть где-то еще. Взгляд на жизнь, что жизнь разочаровывает. Взгляд на Бога — отрицание. Мы продвигаемся к 150, где главная эмоция — это ненависть. Взгляд на жизнь, что она враждебна, а взгляд на Бога, что Бог мстителен. Теперь мы приближаемся к тому, что будет нас укреплять, к тому, что называется гордостью. Сопутствующая эмоция — презрение. Взгляд на жизнь, что она очень требовательна, а взгляд на Бога — безразличный, ему все равно. Далее мы переходим к цифре 200, где мы начинаем различать истину и ложь. Это называется мужеством, и сопутствующая эмоция — утверждение, утверждение жизни. Взгляд на жизнь, что она осуществима, а взгляд на Бога, что Он позволяет. Бог дает нам разрешение. Теперь мы переходим далее, и здесь мы говорим о эмоциях и мыслях, которые нас укрепляют. Это доверие как эмоция и нейтральность как уровень мысли. Взгляд на жизнь, что она удовлетворительна, а взгляд на Бога, что Он дает нам возможности, Он поддерживает нас. Затем мы переходим к 310, что называется готовностью. Сопутствующее эмоциональное состояние, оптимизм, оптимистичный взгляд на жизнь. Взгляд на жизнь, что она полна надежды, а взгляд на Бога, что Он вдохновляет нас. Мы видим, как Бог переходит от презрения, мстительности, наказания, мести и безразличия к тому, что Он теперь вдохновляет, разрешает, поддерживает и проявляет милосердие. На уровне 350 это принятие и сопутствующая эмоция прощения. Взгляд на жизнь, что она гармонична, а взгляд на Бога, что Он милосерден. На уровне 400 мы достигаем того, что называется разумом. Сопутствующая эмоция — понимание, взгляд на жизнь, что она значима, в ней есть смысл. Взгляд на Бога, что Он не только милосерден и вдохновляет, но и мудр, потому что мудрость приходит от знания Бога. Уровень 500 — это о немногих людях. Это уровень любви,
и сопутствующая эмоция – благоговение. Взгляд на жизнь, что она добротная и целительная. Взгляд на Бога, что Он любящий. Уровень 540 – это радость. Сопутствующая эмоция – умиротворение, чувство спокойствия и умиротворенности в жизни. Взгляд на жизнь, что она полна, а взгляд на Бога, что все едино. На уровне 600 – это мир, и сопутствующая эмоция – блаженство. Это не просто спокойствие, но и чувство глубокого удовлетворения. Взгляд на жизнь, что она не только полна, но и совершенна, а взгляд на Бога, что все есть. И, наконец, на уровне от 700 до 1000 – это просветление и сопутствующее чувство неизреченное. Взгляд на жизнь, что нет никакого суждения, а взгляд на Бога, что сам я есть Бог. На самых низких уровнях от 20 до 150 человек находится в очень негативных, разрушительных состояниях. Он испытывает стыд, вину, отчаяние, горе, страх и ненависть. Это ослабляет его, мешает двигаться вперед и достигать успеха. Он воспринимает Бога как осуждающего, жизнь как трагичную и враждебную. Когда человек поднимается на более высокие уровни от 200 до 400, он становится более осознанным и сильным. У него появляются мужество, доверие, готовность, принятие и разум. Он начинает видеть жизнь как осуществимую, наполненную смыслом, а Бога как поддерживающего и мудрого. На уровнях от 500 и выше происходит настоящее пробуждение и просветление. Человек переживает любовь, радость, мир и, в конечном итоге, прямое единство с Божественным. Он воспринимает жизнь как добрую, целительную и совершенную, а Бога как любящего. На высших уровнях человек обретает глубокое понимание, умиротворение и блаженство. Его взаимодействие с миром становится гармоничным, успехи стабильными, а отношения с окружающими наполненными любовью и мудростью. Он полностью пробужден и живет в состоянии единства с Божественным. Вот простое упражнение, которое может помочь перейти от более низких уровней сознания к более высоким. Практика благодарности. Когда мы находимся на низких уровнях сознания, такие как стыд, вина или страх, наш взгляд на жизнь становится очень негативным. Мы склонны замечать только плохое и концентрироваться на том, что нас беспокоит. Практика благодарности помогает переключить наше внимание с негативного на позитивное. Ежедневно уделяйте несколько минут, чтобы искренне поблагодарить за что-то в вашей жизни. Благодарность за ваше здоровье, за ваше тело, которое вас поддерживает. Благодарность за ваших близких людей, за их любовь и поддержку. Благодарность за возможности, которые у вас есть. Благодарность за красоту в природе, которую вы видите каждый день. Благодарность Богу или Вселенной за то, что они вас направляют и поддерживают. Практикуя благодарность, вы постепенно начнете перемещаться вверх по шкале сознания от негативных состояний к более позитивным. Вы будете видеть жизнь в более благоприятном свете, ощущать поддержку свыше и развивать доверие, принятие и мир внутри себя. Попробуйте это упражнение каждый день в течение 10 или 15 минут. Оно может стать ключом к вашему духовному росту и переходу на более высокие уровни осознанности.